Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема нашей школы – хронолонг. Вот такой продукт от компании Siberian Wellness. А, Этот продукт, само название уже говорит о том, что это продление времени. Хроно – время, лонг – продляет. То есть продление молодости женщин во времени. Вот на самом деле, да, если говорить про возраст женщины, у женщины три возраста. Первый, ну вот не как в паспорте 20, 30, а вообще три возраста. Это первый возраст, когда природа не дала еще девочке эстрогенов. Это вот первый возраст женщины, девушки без эстрогенов. Второй возраст – это репродуктивный, когда в организме уже природа дала организму женщины эстрогены. То есть она способна рожать, как бы вот в таком репродуктивном возрасте находится. И третий возраст – это когда природа уже забирает у женщины эстрогены. И очень интересно, почему она забирает, да, вот почему у женщины такой короткий вот репродуктивный период, когда она может родить и воспитать ребенка. Мужчина до старости может быть отцом, а женщина нет. Природа сама себя оберегает. Потому что женщина должна быть здорова, чтобы она могла родить нормального, здорового, крепкого ребенка. Поэтому природа себя оберегает. Все, дорогая, хватит, ты свою миссию выполнила. И она забирает у женщины эстрогены. И вот согласно вот этим вот три возраста, да, как бы надо и, соответственно, подходить к оздоровлению женщины. Вот у молодых, красивых, здоровых, энергичных девушек, женщин, когда глаза блестят, когда она сексапильна, волосы, кожа гладкие, упругие, кости крепкие. Вот этот даже сам внешний вид говорит о том, что у женщины, у девушки много в организме эстрогенов. Вот. Ученые давно обратили внимание на то, что женщины Востока живут как бы очень долго, у них не наступает климакс. В 60-70 лет такой климактерический период, то есть когда наступает, когда у них природа забирает их эстрогены, да, в то время как женщины Европы, европейские, они почему-то рано начинают стареть, ранний климакс, патологический климакс, да, и оказалось, что с чем это связано? С тем, что женщины Востока принимают с пищей очень много фитоэстрогенов, очень много соевых продуктов, соя, которые богаты эстрогенами. И вот уже более 1000 исследований проводилось на таком фитоэстрогене, как генестеин. Генестеин – это самый-самый изученный фитоэстроген, самый, скажем, безопасный для женского организма. И более 1000 исследований, я сказала, проводилось по поводу этого эстрогена. И вот этот наш продукт уникальный содержит стопроцентный генестеин, очищенный. Оказывается, можно продлить молодость женщины, молодость тем, что через пищу, через добавки добавлять в организм женщины, расти такие вещества, которые по своему действию напоминают действие женских половых гормонов. И вот таким веществом оказался генестеин, фитоэстроген, выделенный из бобов сои, который оказывает практически такое же действие в организме, за исключением некоторых нюансов важных, я потом объясню. Начиная где-то с 33-35 лет у женщины начинают угасать функции яичников, гормонов становится в организме меньше, и где-то после 40-45 лет уже постепенно начинается такой предклимактерический синдром, потом климакс и постменопауза, да, 3, так скажем, этапа. И ранними признаками такими вот можно
у женщин выделить, какие признаки могут говорить о том, что снижается уровень эстрогенов. Это быстрая утомляемость, это изменение даже вот внешнего вида. Из фигуры песочных часов, да, 90-60-90, женщина начинает приобретать форму яблока, когда жировая подкожная клетчатка начинает откладываться в области боков, живота, да, и это говорит о том, что в организме снижен уровень эстрогенов, уже снижается. И более такой, когда уже более выраженный уровень снижения эстрогенов, у женщин начинаются такие симптомы, как приливы, сердцебиение, головная боль, бессонница. Да? Вот эти симптомы – это уже, скажем так, более выраженные явления недостаточности эстрогенов в организме. Причем вот по частоте даже приливов в организме различают среднюю, легкую, среднюю и тяжелую степень климакса. Легкая – это где-то примерно до 10 приливов в день, свыше 10 до 20 – это средняя тяжесть, и тяжелая от 20 и выше до 50. А с чем вот это связано? Приливы и чувство сердцебиения, вот эти приступы. Тем, что у молодых девушек, у женщин, у них вырабатывается как бы постоянно фитоэстрогены, плавно выделяются в течение суток. А вот во время климакса уже как бы такое выбросы, такие, выбросами идет выработка гормонов, выброс непостоянный. И вот как раз вот этот выброс в кровь эстрогенов спровоцирует сердцебиение, покраснение кожи, такая вегетативная реакция бурная, потоотделение. И затем уже поздние такие симптомы, это когда уже в период менопаузы, климакса, снижается костная масса, теряется кальций из костей. Очень часто случаются переломы, развивается со стороны головного мозга нарушение памяти, атеросклероз, сосудистые какие-то проблемы начинаются, инсульты, инфаркты, даже вплоть до болезни Альцгеймера, Паркинсона. Это все тоже может быть проявлением такого позднего климактерического синдрома. И вот в нашем продукте содержится этот уникальный фитоэстроген гомоцистеин. Как же он действует в организме? Вообще эстроген, он в организме женщины есть и женские гормоны, и мужские гормоны. Да? И женские, они в первую фазу цикла работают. Они работают на деление клеток, на размножение клеток в органах, женских половых органов, молочных железах. Такая пролиферация идет, да, утолщение эндометрия, то есть готовит стенку матки к принятию яйцеклетки, да, оплодотворенной. И во вторую фазу цикла, которая начинается с момента овуляции, когда яйцеклетка выходит из яичника, здесь преобладают уже прогестерон, гистогены, которые способствуют тому, что они начинают питать этот эндометрий, питательными веществами насыщать, и способствуют прикреплению, если яйцеклетка оплодотворилась, прикреплению к эндометрию. И вот эта оплодотворенная яйцеклетка, она как в перину окунается в этот эндометрий, богатый питательными веществами, такой пышный, и прикрепляется, начинается развитие плода. И вот такая особенность, что эстрогены, они в первую фазу цикла работают, и направлена работа на деление клеток и в молочных железах, и со стороны эндометрия. Вот. И еще такая, надо знать, особенность, что в организме, значит, есть 400 точек приложения для эстрогена, 400 точек приложения. И если это и кожа, и волосы, ногти, мозг, сердце, сосуды, суставы, кости, да, вот это множество 400 точек приложения, на которые действуют эстрогены.
если эстрогенов мало в организме, то все эти точки приложения просто начинают кричать, нехватка, страдают от того, что не хватает воздействия на них, воздействия на них вообще эстрогенов, женских гормонов молодости. Вообще это гормон молодости. И ученые решили вот создать нашему продукту более 20 лет, этому хронолонгу, решили создать такой продукт, который бы помогал отодвинуть этот климакс, сделать его более мягким у женщины, да, без всяких этих побочных явлений неприятных, приливов, там, сердцебиений, нарушений со стороны центральной нервной системы и прочее. И создали такой продукт. Вообще надо сказать, что прием синтетических эстрогенов довольно-таки опасен. И здесь больше даже вреда, чем пользы. Вот. Потому что они все-таки способствуют процессам пролиферации, особенно вот молочная железа, матка, и способствуют в какой-то степени даже развитию онкозаболеваний. Наш продукт лишен вот этих вот побочных эффектов. В организме есть два вида рецепторов, альфа и бета-рецепторы, которые реагируют на эстрогены. Альфа-рецепторы находятся в молочных железах и в органах, женских половых органах. Вот фитоэстрогены действуют в первую фазу именно на альфа-рецепторы, когда начинают вот этот процесс размножения в первой фазе цикла. И есть бета-рецепторы, которые во всех абсолютно органах находятся. Это и кожа, и суставы, и головной мозг, сердце. Фитоэстрогены на них тоже действуют, оказывая такое омолаживающее действие. И вот это вот, скажем, просто вот заместительная терапия, поддержка гормонального фона женщины очень важна. Просто это даже анти-эйдж-эффект, омолаживающий, антивозрастной эффект со стороны вот такого продукта. Вообще в этом продукте 30 капсул, стоит он 1200, по-моему, 1220 на месяц. По одной капсуле в день рассчитан прием. И из рекомендаций принимать по одной капсуле в день женщинам, начиная где-то с 35-летнего возраста. Почему? Потому что именно в этот период начинается снижаться функция яичников. И вот как бы поддержать яичники и отодвинуть этот процесс увядания с целью профилактики принимать по 2-3 месяца, раза 3 в год курсами. Где-то женщинам 40-45 лет, когда уже более выражено снижение эстрогенов в организме, здесь уже на постоянной основе рекомендуется прием хронолонга по одной капсуле в день. Допустимо даже принимать даже по 2 капсулы в день. Ну вот особенность такая, что он как бы является еще и онкопротектором, потому что вот он, связываясь, влияя на альфа-рецепторы молочных желез и на альфа-рецепторы женских половых органов, он не вызывает размножения. В отличие от эстрогенов, фитоэстрогены не вызывают пролиферации, размножения бурного этих клеток. То есть это профилактика онко, да? В то время как синтетические, они наоборот вызывают размножение клеток. И вот с целью даже профилактики, как онкопротектор. Вообще шикарный. Нормализация гормонального фона женщин. Кроме того, это главный компонент, это фитоэстроген, 100% гинестеин, сюда входит также таурин, причем фитоэстроген в суточной дозировке. Одна капсула – это суточная дозировка, заложена уже. Таурин. Мы знаем, таурин – это аминокислота, которая очень полезна для печени, для кожи, для волос, для ногтей, для красоты женщины. Гиалуронат натрия. Гиалуронат натрия, он предшественник гиалуроновой кислоты,
То есть, попадая в организм, превращается в гиалуроновую кислоту. А гиалуроновая кислота, она как бы для омоложения женщины очень нужна, для поддержания тургора кожи, для выработки коллагена, суставной жидкости, а, укрепления связок, вообще для... Очень интересный тот факт, что даже вот просто одна молекула гиалуроновой кислоты способна притягивать к себе 500 молекул воды. Вот настолько идет насыщение кожи влагой, это профилактика вот сухости кожи при климаксе, да, насыщение кожи влагой, профилактика образования морщин, сухости кожи, слизистых. И затем здесь сюда входит еще витамин D, который способствует тому, что лучше усваивается кальций, не вымывается свой кальций из костей. То есть это профилактика остеопороза, которая с возрастом уже риск развития, скажем, уже очень высок, вот этих переломов. Казалось бы, вот просто упала, споткнулась, и перелом шейки бедра, да. То есть костная масса, вот если не принимать эстрогены, фитоэстрогены, с каждым годом у женщины очень резко уменьшается. И вот даже с этой целью принимать эти препараты очень как бы результативно. Я сказала, значит, гиалуронат натрия, таурин, витамин D, холикальциферол, и входит еще фолиевая кислота. Фолиевая кислота, она защищает нашу сердечно-сосудистую систему от развития атеросклероза, сосудистых всяких проблем. Дело в том, что она входит в знаменитую тетраду Моррисона, которая борется с повышением уровня холестерина в крови, а именно снижает уровень гомоцистеина. Есть такой предшественник, вернее, это продукт, который в норме образуется в результате белкового обмена в печени, гомоцистеин. И с возрастом как бы его уровень в крови повышается. Если человек очень любит белковую пищу, мясо много употребляет, да, то уровень гомоцистеина повышается, а он обладает такой способностью, что он повреждает стенки сосуда изнутри. Он как бы царапает, да, а организм, стараясь залатать вот эти вот царапины, начинает их замазывать, зашпаклевывать холестерином. И на этом месте нарастают бляшки. То есть первичный в развитии атеросклероза даже не сам холестерин, а повышение уровня гомоцистеина, повреждающий вот эту вот стенку сосуда изнутри, царапающий. И вот именно фолиевая кислота снижает уровень гомоцистеина. Вот такой уникальный продукт, который действует и на кожу, и на слизистые, и улучшает функцию сердечно-сосудистой системы, снижает уровень холестерина, защищает кости и суставы от остеопороза, профилактирует. Ну, вот просто гормон молодости, который необходимо всем принимать, начиная с 35 лет. И даже вот бывают такие случаи, когда молодым девушкам тоже можно пропивать форнолон. Это вот какие такие случаи могут быть? Когда угревая сыпь появляется возрастная, да? Возрастная какая-то вот жирность кожи, себорея, волосы жирные. Это говорит о том, что в организме у девушки относительная недостаточность вот этих эстрогенов природных. И поэтому дать пропить один хотя бы курс реально работает, уходят эти прыщи, восстанавливается сальность, вот эта вот функция сальных желез кожи. Очень хорошо помогает. Восстанавливает цикл хорошо. Так, вопросы какие еще есть? Нет? Татьяна, вы Как вам сказали... понравился продукт? Да, это чисто женский продукт у нас, правильно я понимаю? Угу. Самый разбираемый тоже продукт с женщинами. Угу. А вы вначале начали говорить, когда сказали, что там есть какие-то особенности того, что именно из бобов сои, и вы сказали, что потом расскажу, почему. Ну, то есть, что он не совсем что-то там подходит или что-то такое.
Что-то какой-то был Какие нюанс. противопоказания ты имеешь в виду, да? Противопоказания, Ну, возможно? наверное, вы про что-то вначале начали, я уже забыла. Про что? Я Ну, помню. во-первых, с осторожностью применять, Ой, Лена, хотя... ты помнишь? Лен, ты помнишь? Ну, я вот как Света поняла также, что, наверное, противопоказания. Да. В отношении противопоказаний надо тоже иметь в виду, что многие врачи считают, что эстрогены нельзя принимать при миомах, эндометриозах, кистах, поликистозах, да? Что эстрогены способствуют росту, пролиферации, делению клеток. Но так действуют не фитоэстрогены, а так действуют аптечные, химические эстрогены. Вот они как раз способствуют пролиферации и прочее. А здесь же эстроген, наш фитоэстроген, он не работает на пролиферацию, никак не влияет. Но тем не менее, иногда надо просто перестраховываться. И я стараюсь осторожно назначать при миомах, эндометриозах. Угу. То есть, Татьяна, а вот вы еще сказали, можно, да, спросить? Да. Сказали, что содержит там витамин Е, да? Да. Вот этот препарат. Да. А если дополнительно какие-то поливитамины принимаешь, и там есть этот Е? Ничего Его много страшного, не будет? дозировки здесь не будет, абсолютно нет. Ну, то же самое, я вот сейчас тоже D отдельно пью, и если я сейчас куплю что-то как такое, да, то, перебора в нашем организме Я витамина 2 капсулы в день. Постоянно, много лет уже. То есть у нас передозировки не будет, да, если... Это не химические, да, вещества, а натуральные, которые организм просто лишние выводит, и все. Они не накапливаются. Так. Понятно. Ну, интересная тема, мне понравился сегодняшний продукт, мне понравился. Да, я себе записала в список покупок, закажу. Да, на самом деле, потому всем что... надо, да. Всем Потому надо. что по возрасту уже, да, пора как бы посмотреть на все эти Уже вещи. пора. Да, Да. посмотреть и уделить этому внимание такое должное, потому что на самом деле мы же все хотим оставаться долго красивыми. Долго оставаться красивыми, привлекательными. Да, женственными, да, притягательными. Да. Поэтому спасибо, Татьяна, большое. Я тогда сейчас запись остановлю. Да, спасибо большое.